Салют, друзья! На связи Гром. Сегодняшний выпуск по игре Shelter War будет посвящен прокачке построек военно-промышленного комплекса. Это вторая часть гайда по грамотной прокачке на 8 уровне центра управления. А также поговорим о профессии техник и их особой роли в игре. Ну а в конце разыграем призовой фонд в 2500 биткоинов. Погнали! Итак, давайте вначале глянем, каковы результаты первой части прокачки ресурсных построек. Добыча энергии составляет 26,5 кВт в час. Добыча провианта выросла до 59 тонн в час. Вода у нас прибывает на 51 тонну в час, и ее хватает на 14 волн арены. Неплохо. Добыча металла выросла до 22,5 тонн. А теперь перейдем к порядку прокачки помещений военно-промышленного комплекса. Начинаем с постройки нанолаборатории. Это комната для чипования предметов и улучшения их характеристик. Стоит постройка недорого, и хотя она нам понадобится только для шмота с 41 уровня, но чипы уже начали выпадать из ящиков, они есть в магазине коллайдера и в клановых сундуках. И с ними уже можно начинать работать или хотя бы посмотреть механику их работы, чтобы знать на будущее. Следующим шагом улучшаем госпиталь, что позволит еще быстрее восстанавливать свой отряд после боев. Я его уже качнул, и видим, что теперь восстановление идет со скоростью 892 в секунду. И это еще с некачанными техниками. Кстати, об этом поговорим чуть ниже. А вот далее качаем научный комплекс. Это позволит потихоньку качать спецсредства и уже сливать неиспользуемую энергию на это. Не люблю, когда мощности простаивают. Следующим в очереди идет техникум. Техников тоже нужно поднимать по уровню. Затем ставим в прокачку лабораторию, что добавит нам в боевой набор еще одно спецсредство. По стоимости это один из самых дорогих апов на уровне, но пришло его время. Кстати, разработчики обещали сделать пресеты для спецсредств, что добавит удобства в управлении отрядом и избавит от необходимости постоянного перетаскивания спецу. Посмотрим, как это будет реализовано. Далее идут комнаты для крафта шмота и обвесов, оружейная, цех брони и мастерская. Порядок их прокачки произвольный. Как вам удобнее. Ну или можно подбросить монетку. И заканчиваем прокачку уровня традиционным апом полигона и комнаты отдыха. Поднимать их нужно, когда будете готовы одеть отряд на 50 уровень. Мой совет – подождать еще одного ивента. И уже после него приступать к переходу на 50 уровень отряда. С этим разобрались, переходим к техникам и их особой роли в моем убежище. Вообще на 8 уровне имеется 45 жителей, из них 18 человек заняты производственными профессиями, 5 бойцов спецотряда, а остальные 22 жителя это техники, которые ускоряют постройку и улучшение комнат, а также крафт и производство лекарственных средств в госпитале. Но у меня это еще и универсалы с полностью прокачанными профессиями и боевыми навыками. Это позволяет мне при прокачке профессий у остальных жителей не терять в производстве ресурсов. Сначала я прокачиваю 2 техников до капа, а уже затем заменяю ими следующую пару профессионалов, любой из профессий. Также можно делать и с боевиками. В общем, для меня это универсальные солдаты убежища. А сейчас мы с вами проведем розыгрыш по новым правилам. Для начала озвучу общие правила розыгрыша. Ответы вы должны будете разместить в комментариях под этим роликом здесь, на YouTube. В ответе должен быть ваш игровой ID, по которому будут начисляться призы победителям. Ответы с редактированием и без ID приниматься не будут. На одного участника розыгрыша доступен только один ответ.
Все вы, наверное, в своей жизни играли в морской бой. В игре Shelter War тоже есть море, кислотное. А у профессора Мортона есть маленький флот. Его мы и попытаемся уничтожить. Итак, у нас есть поле 5 на 5 квадратов, где размещены 3 корабля из флота Мортона. Большой занимает 3 клетки, средний занимает 2 клетки и яхта занимает 1 клетку. Корабли могут быть расположены как по вертикали, так и по горизонтали. Сделайте единственный выстрел по одной из клеток. И если вы попадете в трехпалубный корабль в числе первых 6 участников, то получите 200 биткоинов. Если попадете в двухпалубный, в числе первых 2 участников получите 400 биткоинов. А если первым попадете в яхту, то получите 500 биткоинов. Напоминаю, для каждого участника доступен лишь 1 выстрел по одной клетке. Желаю всем удачи. Результаты подведем через неделю. Ну а чтобы не было лишних пересудов, что розыгрыш нечестный, одновременно с этим роликом я загрузил и еще один с правильным расположением кораблей. И он станет доступен к просмотру через неделю. Изменить его содержание без изменения ссылки на него я уже не смогу. Такова механика YouTube. Ну и в описании под ним и подведем итоги. А на сегодня это все, друзья. Подписывайтесь на канал, жмите лайки, оставляйте отзывы в комментариях. С вами был Грон. До связи.